Последнее время люди часто ссылаются на цитаты из фантастических романов антиутопий. И это неудивительно, ведь наша сегодняшняя реальность начинает пугающе напоминать устройство общества из произведений Джорджа Оруэлла, Олдоса Хаксли, Рэя Брэдбери и многих других. Мы пересылаем друг другу цитаты и выдержки из этих романов, но кто из вас хотя бы раз задумывался о том, кем на самом деле были эти писатели? И не открывали ли они своими произведениями окна Авертона для долгосрочного программирования человечества на принятие таких сценариев будущего? Или же они просто хотели нас предупредить? Узнали бы мы о Министерстве правды и о дивном новом мире, если бы не эти авторы? Так или иначе, тщательные поиски наталкивают на весьма интересные факты, которые ведут нас в темную закулису этого мира, где разрабатываются все самые гнусные планы мирового правительства. Досмотрев видео до конца, вы узнаете больше, чем вам кажется по этому вступлению. Так что садитесь поудобнее. Кто же курировал и координировал работы знаменитых утопистов 20 века, а кому они были как кость в горле? Именно об этом сегодняшнее видео. Пожалуй, самым известным и цитируемым автором в жанре антиутопии является, конечно же, Джордж Оруэлл. Но что мы знаем о нем и тот ли он, за кого себя выдает? Итак, настоящее имя Эрик Артур Блэр. Родился в 1906 году в Индии в семье британского служащего. Получил образование в престижном Итоне. Служил в колониальной полиции в Бирме, затем долго жил в Британии и Европе, перебиваясь случайными заработками, тогда же и начал писать художественную прозу и публицистику. С 1935 года начал публиковаться под псевдонимом Джордж Оруэлл. Участник гражданской войны в Испании, где столкнулся с проявлениями фракционной борьбы в разномастной среде левых. Написал множество эссе и статей социально-критического и культурологического характера. Во время Второй мировой работал на ВВС. В 1948 году написал свой самый знаменитый роман «1984» и умер через несколько месяцев после его издания. Странно, не правда ли? Давайте же посмотрим, что же из себя представляет тот самый знаменитый роман «1984». Действие разворачивается в тоталитарном государстве будущего. Член партии пытается противостоять власти, сохранив свое сознание от манипуляций. Но мысли преступления скрыть невозможно, и партия подчиняет человека системе. Лондон – столица взлетной полосы номер 1 провинции Океании. 39-летний невысокий тщедушный Уинстон Смит, сотрудник Министерства правды со стажем, поднимается в свою квартиру, а в вестибюле висит плакат с изображением громадного грубого лица с густыми черными бровями. В целом, это классическая антиутопия, тоталитарное государство с тотальным запретом на инакомыслие. Низшей кастой в романе считаются пролы, пролетария, которые живут в бедности в полуразрушенных домах по всему Лондону. Они беспартийны, и за ними практически не ведется слежка. Можно сказать, что они предоставлены сами себе. Используют этих так называемых пролов как почти бесплатные рабочие руки, то есть у них нет выбора профессии или специальности, их судьба предрешена. Роман 1984 не является фантастикой в широком смысле этого слова, ведь Джордж Оруэлл заложил в нем те концепции, свидетелем которых был при жизни. Итак, Тавистокский институт был утвержден как исследовательский центр в конце Первой мировой войны под патронажем Георга Кенского, кстати, магистра Объединенной Великой Ложи Англии. На базе Тавистокской клиники под руководством бригадного генерала Джона Риса в качестве центра психологической войны координированный Intelligence Service и королевской фамилией. Результатом работ в период между мировыми войнами было создание теории массового промывания мозгов в целях изменения индивидуальных и социальных ценностей, управляющих социальным развитием. То есть полное переформатирование психологии человека в сторону упрощения. В начале Второй мировой войны в Тавистоке разрабатывают секретный лингвистический проект в рамках директивы британского правительства о подготовке психологической войны. Объектом проекта были английский язык и народы мира, говорящие на нем. Проект основывался на работах лингвиста Огдена, который создал упрощенную версию английского языка на основе 850 базовых слов. Получился базовый английский в кавычках
кавычках или сокращенно Basic. Авторы нового языка планировали перевод на Basic всей великой английской литературы. Дальнейшим развитием проекта стал перевод классической литературы на язык комиксов. Как вы видите, друзья, Джордж Оруэлл пытался всех предупредить, и этот реальный проект только один из огромного многообразия того, что реализуется и сейчас, и на протяжении последних 10 лет мировым правительством. Мы уничтожаем слова, десятки, сотни слов каждый день. Мы сокращаем язык до предела. Джордж Оруэлл, 1984. К сожалению, того же не скажешь про еще одного писателя-фантаста прошлого века, о котором далее пойдет речь. В Советском Союзе Герберт Уэллс был одним из наиболее популярных зарубежных писателей. Его воспринимали как представителя жанра научной фантастики. Особенно известны его романы «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров». За полвека творческой деятельности Уэллс написал около 40 романов и несколько томов рассказов, более десятка полемических сочинений по философии и примерно столько же работ о перестройке общества. Поначалу Уэллс оптимистично смотрел на роль научно-технического прогресса как средство совершенствования человеческого общества, однако оптимизма поубавилось, когда началась Первая мировая война. Далее Уэллс понимал, что мир движется к какой-то катастрофе, которую предотвратить лишь с помощью науки и техники не получится. Надо менять что-то в конструкции общества, политической власти, экономической модели, в общем, везде. И в 1928 году из-под пера Уэллса выходит произведение под интригующим названием «Открытый заговор». Чертежи мировой революции. Это большое философско-политическое эссе или программа-манифест. Уэллс использует в этой книге тот самый термин «новый мировой порядок», который по сути является масонским девизом «Novus Ordo Seclorum». Еще одним известным писателем в жанре антиутопии был Олдос Хаксли, британский аристократ и интеллектуал. Он был британским писателем из очень влиятельной семьи. Был внуком знаменитого Томаса Генри Хаксли, кстати, открытого масона и защитника теории эволюции Дарвина. Он получил образование в Иттоне и в Баллиоле, и прежде чем посвятить себя писательству, был журналистом и драматическим критиком. Поскольку Олдос был настоящим аристократом голубых кровей, на его труды постоянно ссылались масоны. На самом деле есть 7 ссылок, сделанных масоном 33 градуса на труды Олдоса Хаксли. Самая влиятельная работа Олдоса Хаксли была названа «О дивный новый мир», в которой записана большая часть его собственной универсальной гуманистической философии. Он написал ее в 1932 году как своего рода научно-фантастическую притчу, в которой будущее мира изображается как диктатура одного мира под контролем одного человека. В 1936 году промывание мозгов было темой, которая сильно заинтриговала Хаксли и к которой он возвращался снова и снова. С подъемом фашизма в 30-х годах Хаксли почувствовал необходимость написать довольно длинное эссе на тему использования химических веществ для изменения сознания масс. В 1958 году Олдос Хаксли формулирует свои мысли по поводу контроля народа в государстве. Вывод, к которому он приходит далее, заключается в том, что мировой диктатор может сделать доступными для людей различные лекарства, которые удовлетворяют все без исключения умственные, психологические и духовные потребности, и таким образом сделает их якобы счастливыми в рабстве у государства, которое он контролирует. Он подробно описывает, как, по его мнению, мировые контролеры используют химические манипуляции, чтобы, так сказать, удерживать всех на своих местах и даже помогать им наслаждаться этим. Вот что он тогда сказал. Тем временем фармакология, биохимия и неврология находятся на подъеме, и мы можем быть уверены, что в течение следующих нескольких лет будут открыты новые и лучшие химические методы повышения внушаемости и снижения психологического сопротивления. Как и все остальное, эти открытия могут быть использованы, хорошо или плохо. Они могут помочь психиатру в его борьбе с психическими заболеваниями или диктатору в его борьбе со свободой. Более вероятно, поскольку наука божественно беспристрастна, они и поработят, и освободят, исцелят и в то же время погубят. Для кого-то в детстве и юношестве эти романы представляли из себя просто красивую интересную фантастику, но на деле многие концепции уже были внедрены в голову людей еще в то время. И прочитав несколько из этих романов, становится понятно, чем вдохновлялись Клаус Шваб и Билл Гейтс. И здесь, как говорится, предупрежден, значит вооружен.
Мы привыкли называть телевизор зомбоящиком, имея в виду различные новости, которыми пичкают население из телепередач. Но что если экран телевизора или монитор компьютера на самом деле может влиять на нашу нервную систему? Патент под номером AUS 650-614-8B2 имеет скромное название – манипуляция нервной системой человека с помощью электромагнитных полей от монитора. Правительство США выделило на него государственный грант. Автором изобретения значится некто Хендрикус G. Лоос. Дата регистрации патента 2001 год. Есть мнение, что данное имя всего лишь псевдоним одного или нескольких ученых, работающих в ЦРУ или DARPA над устройствами в сфере Mind Control или контроль за разумом. Мало кто об этом знает, но у людей наблюдались физиологические эффекты в ответ на стимуляцию кожи слабыми электромагнитными полями, которые пульсируют с определенными частотами около 2,5 Гц, например, для возбуждения сенсорного резонанса. Многие компьютерные и телевизионные мониторы при отображении импульсных изображений излучают импульсные электромагнитные поля достаточной амплитуды, чтобы вызвать такое возбуждение. Следовательно, можно манипулировать нервной системой субъекта, пульсируя изображениями, отображаемыми на ближайшем мониторе компьютера или телевизоре. В последнем случае пульсация изображения может быть встроена в программный материал или может быть наложена путем модуляции видеопотока, либо в виде специального сигнала. Изображение, отображаемое на мониторе компьютера, может эффективно пульсировать с помощью простой компьютерной программы. Как объясняется в заявке на патент, о котором было выше упомянуто, здесь беспокоит то, что даже очень слабый пульс может иметь неблагоприятные последствия для нервной системы человека. Затем там описывается, что вариабельность и сила импульса может контролироваться с помощью программного обеспечения, и объясняет, как это касается монитора компьютера. Возможно, самое интересное заключается в следующем. Некоторые мониторы могут излучать импульсы электромагнитного поля, которые возбуждают сенсорный резонанс у близлежащего объекта посредством импульсов изображения, которые настолько слабы, что действуют на подсознательном уровне. Это прискорбно, поскольку открывает путь для злонамеренного применения изобретения, когда люди неосознанно подвергаются манипулированию своей нервной системой в чужих целях. Такое применение было бы неэтичным и, конечно, не рекомендуется. Следует также отметить, что в приложении к этому патенту полно процитированных примеров того, как нервной системой объекта можно управлять с помощью импульсов электромагнитного поля, излучаемого расположенным поблизости ЛТ или ЖК-монитором, который отображает изображение с импульсной интенсивностью. Наша нервная система в основном контролирует все в нашем теле, включая мозг. Это сеть нервов и клеток, которые передают сообщения от головного и спинного мозга к различным частям тела. И не секрет, что правительство Соединенных Штатов, среди прочего, имеет долгую историю экспериментов на людях для контроля над разумом. Это объяснило бы, почему так много людей верят историям и объяснениям событий, которые представлены им в основных средствах массовой информации, даже не задавая вопросов. В некоторых случаях нас заставляет боготворить то, что мы видим по телевизору, и имитировать поведение и желания. Иногда точка зрения, подкрепленная доказательствами, которая полностью опровергает историю и информацию, которую мы получаем из основных средств массовой информации, оказывается в сфере заговоров, в кавычках, естественно. Мы достигли точки, когда наши телевизоры думают за нас. Как только все люди поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Могут ли они использовать описанные выше импульсные техники для влияния на наши мысли, поведение и восприятие? Учитывая, что мы знаем о наших правительствах и неэтичных действиях, которые они предпринимали на протяжении всей истории, и это действительно не исключено, но и по сути ни для кого не является секрет. Есть причина, по которой самолеты и больницы запрещают использование сотовых телефонов, потому что их электромагнитные передачи мешают работе
важных электрических устройств. Мозг, кстати, ничем не отличается. Это чрезвычайно сложный биоэлектрический орган, который генерирует электрические поля. Ученые могут фактически контролировать функцию мозга с помощью транскраниальной магнитной стимуляции или TMC. Метода, который использует мощные импульсы электромагнитного излучения, посылаемые в мозг человека, чтобы заглушить или возбудить определенные мозговые цепи. И один из самых главных вопросов – так в какой же степени наши компьютерные мониторы и телевизионные экраны влияют на нас? Вот почему, например, когда кто-то включает свою Sony PlayStation, экран предупреждает их, чтобы они прочитали важную информацию о состоянии здоровья перед игрой. Исследования также показали, что простые передачи по мобильному телефону могут довольно значительно повлиять на мозговые волны человека, что в свою очередь также влияет на его поведение. А вот перед вами наглядный эффект от волн, исходящих от мобильного телефона. Эти волны сбивают муравьев с толку, и они просто кружатся вокруг мобильника. Электромагнитное излучение может влиять на умственное поведение при передаче на нужной частоте. По словам Джеймса Хорна из исследовательского центра сна Университета Лавбора, электромагнитное излучение может влиять на умственное поведение при передаче на нужной частоте. Но это еще не все. Многие ученые собирались вместе и информировали Организацию Объединенных Наций петицией о воздействии электромагнитного излучения на здоровье. Они были связаны с раком и, как было показано, манипулируют нашей ДНК. Инициатива была начата доктором Мартином Бланком, доктором философии с факультета физиологии и биофизики клетки Колумбийского университета, который присоединился к группе ученых со всего мира, чтобы обратиться к ООН с международным призывом относительно связанных с этим опасностей, с использованием различных устройств, излучающих электромагнитное излучение, таких как сотовые телефоны, Wi-Fi, микроволновки и прочее. Грубо говоря, они повреждают живые клетки в наших телах и преждевременно сокращают нам жизнь. Мы создали что-то, что нам вредит, и это выходит из-под контроля. До появления первой электролампочки в окружающей среде было очень мало электромагнитного излучения. Сегодняшние уровни во много раз превышают естественные фоновые уровни и быстро растут из-за появления всех новых устройств излучения, сказал доктор Мартин Бланк с факультета физиологии и биофизики клетки Колумбийского университета в видеообращении. Это, конечно, было небольшое отступление от темы контроля над разумом, но тем не менее нуждалось в освещении. Наши электронные устройства не только отслеживают, наблюдают и записывают все, что мы делаем. Они также могут влиять на наше поведение, восприятие, мысли и чувства в крупном масштабе. Но кто действительно знает, используют ли сильные миры сего эти устройства для управления разумом, точно так же, как они используют их для наблюдений? Здесь нетрудно увидеть, как корпорации используют телевидение, чтобы влиять на наше поведение и восприятие. Но, возможно, они и другие авторитеты меняют ситуацию вокруг, как упомянуто выше, и целенаправленно манипулируют нашей нервной системой в своих личных целях. Начнем с электромагнитного излучения. Его источником является монитор и, например, системный блок компьютера. В человеческом организме многие процессы происходят по тем же законам, которые господствуют и в физике, используя электромагнитное излучение, передачу импульсов и так далее. В первую очередь важна скорость передачи импульсов по нервным окончаниям. У кого-то эти импульсы бегают быстрее, у кого-то медленнее. Если у человека есть склонность к так называемой пароксизмальной активности, готовность нервной системы к тому, чтобы выдать неправильный сигнал, если у человека с такой предрасположенностью имеется какая-либо патология, то она, скорее всего, проявится в том случае, если его работа связана с компьютером, нежели у человека, который с компьютером не контактирует. Электромагнитное поле может повлиять на передачу импульсов по нервным окончаниям, а это проявление каких угодно недугов. От сбоев в вегетативной нервной системе, которая нервирует все внутренние органы, до патологии центральной нервной системы, которая обеспечивает умственную деятельность. Проявления могут быть разными: головокружение, неврозы, быстрая утомляемость, повышенная сонливость, неврологические заболевания, тики и так далее. Количество приборов, которые производят тоже электромагнитное излучение, выросло по экспоненте. Может ли в сегодняшней системе человечество окончательно отказаться от всех этих устройств и жить новой экологичной и полезной жизнью? Теоретически да,
но каждый делает выбор индивидуально. Но та система, которую строят глобалисты, наоборот, основывается на еще большем увеличении подобных устройств. Все же прекрасно слышали про тот же интернет вещей и прочее. И теперь вы знаете еще об одном аспекте управления и влияния на людей и их здоровье. Дорогие друзья, обязательно пишите свои комментарии с мнением под этим видео. Также ставьте пальцы вверх, если материал в ролике заставил вас серьезно задуматься о происходящем. Поделитесь им со своими единомышленниками, ну и, конечно же, подпишитесь на сам канал, но главное, не забудьте подписаться на наш Telegram, ведь там гораздо больше информации, которую не пропускает, например, YouTube, и, конечно же, ее постоянное обновление. Всем пока!